Всем привет! Сегодня я хочу закоптить, в принципе, по-моему, недооцененную, но очень вкусную рыбу. И если уметь ее готовить, то получается вообще супер. Это горбуша. У меня вот здесь вот в контейнере помыто 4 килограмма. Значит, небольшое объявление. Во-первых, я открыл форум по теме гриль, барбекю, мангал, казан, тандыр и так далее. Заходим, регистрируемся, будем общаться. Ссылки в описании. Также я устанавливаю свой второй канал с видосами, которые были украдены. И также я восстанавливаю канал по нахлысту. Естественно, все ссылки в описании. Значит, просто сейчас берем, зачищаем рыбу. То есть ни черноты, ничего нету, не знаю, видите вы, нет, вот. Прямо розовенькая, прямо супер рыбка. Естественно, нам все это не надо. Это сейчас мы делаем для горячего копчения. Все. Значит, смотрите, сейчас мы можем ее располовинить вдоль. Но я хочу сделать вот такие вот маленькие куски где-то вот. Раз, два, три. И здесь также. То есть со шкуркой сохранить ее все как положено. Или же можно половинки сделать, потом отрезать. Мне кажется, кусками лучше. Вот видите, какие кусочки хорошие получились. И вот так вот они у нас в нашей коптильне будут просто коптиться. Вот смотрите, какое мяско красненькое. Класс. Вот так вот. В принципе, мы вот этот вот хвостик можем располовинить. А можем не половинить. Вот такие вот куски у нас и останутся. Можем еще вот так порезать, можем не резать. Потому что я боюсь, что пересохнет. Значит, что мы сейчас делаем? У нас, как я сказал, 4 килограмма. Мы берем сейчас соль и просто посыпаем ей рыбу. Вот эту я, чтобы снять, ее выкладываю сверху. Потому что вот эта нижняя рыбка у нас полежит, наверное, сутки и будет малосольная, как я люблю. А вот эту верхнюю мы снимем и сегодня же закоптим. Просто вот так вот посолили, она вся обсыпана солью. И, соль это крупная морская, 80 грамм, ну, на 4 килограмма, то есть 2% соли. Вот. Все. И сейчас рыбку, которая для горячего копчения, оставляем. Ну, давайте, вот сейчас у нас, смотрите, сколько. У нас сейчас 11:40. Давайте где-то, наверное, часа в 3-4 дня я начну коптить. Ну, как там будет получаться. И ставим рыбу в холодильник. Почему ставим в холодильник? У нас сейчас на улице 26 градусов. У нас лето. Если бы у нас была осень, там +5, можно было бы оставить и здесь. Но так как у нас лето, то рыба раньше, перед тем, как она начнет солиться, рыба может начать тухнуть. Поэтому ставим рыбу в холодильник. 11:43 у нас сейчас. Знаете, я вам даже скажу, давайте где-то я, наверное, часа в 3 я ее сниму с просолки и закину в просушку. В просушку для того, чтобы, ну, мне просто надо просушить рыбу перед горячим копчением. Для того, чтобы где-то часов в 5 я начал рыбу коптить уже. Для того, чтобы она часов в 7-8 была уже готова. Ну и потому что у меня там дальше есть дела, мне надо кое-куда съездить. Рыбка стала более плотненькая. Да, она мокрая, никуда от этого не деться. Но, тем не менее, просто вот выкладываем. Она будет обветриваться, если нам кажется, что нету на ней ничего, ни соли, ничего. Естественно, ставим так, чтобы кусочек не касался кусочка. Хотим ставим, хотим кладем. Но вот на этом немножко есть у нас сольки. В принципе, если нам кажется, что рыба у нас вся в соли, у нас вот здесь вот есть немножко воды. Надеюсь, видно, вот здесь собралось. Вот. Мы прямо в ней споласкиваем нашу рыбку. И все. Лишней соли здесь у нас не будет. Эту рыбку не забываем закрыть и обратно вернуть в холодильник. Здесь же мы застегиваем замочек. И рыбка у нас на ветерке сушится. То есть у меня здесь сквозняк, ветерок. Все, пускай сохнет, пока она не станет такая липненькая. Ребят, значит, рыбка моя уже просохла. Вот, сейчас у нас 17 часов 13 минут, я только что открыл, она такая липкая. Но чтобы муха не садилась, потому что вот если вы посмотрите, мухи прямо, хотя не видно с другой стороны они, мухи прямо пищом ползают по всей этой сетке. Значит, вот моя коптильня.
берем щепу лиственницы, да, так, ну вот столько, вот буквально вот столько вот, видите. И можжевельничка вот столько же тоже берем, прямо кидаем, ставим наше блюдо с фольгой. Фольга исключительно для того, чтобы жир рыбе не капал, и потом его не надо было подбирать. На нижний этаж ставим 2 арматурины. Так, ребят, смотрите, ну, собственно говоря, вот столько у меня рыбы, да, вышло. Значит, на одну решетку она не влезет. Я взял пакет просто, чтобы не пачкать руки и не бегать постоянно мыть, потому что я работаю с камерами. И сейчас берем вторую решетку. И часть рыбы мы просто положим на вторую решетку. Ну, собственно, куда полезла. Вот, все. Закрываем крышку. Коса, уходи. Так, ребят, смотрите, беру щуп термометра, да, и вставляю, вот у меня тут средний, так скажем, уровень есть. Смотрю, чтобы он не касался рыбы. В принципе, все. Так, ребят, ну все, я, значит, поставил термометр в коптильню, поставил термометр второй в рыбину, да. Значит, поджигаем печуру. Вот мой термометр. На улице у нас сейчас 28 градусов в тени, 17-24. Когда я поставил коптиться, ну, зажег коптильню. Значит, у нас первый термометр это в рыбе, 4-й это в коптильне. Собственно говоря, я сейчас догоняю температуру до где-то... Ну, в принципе, можно сейчас, понимаете, у меня нету цели сохранить шкуру, поэтому сейчас вполне можно температуру догнать, ну, где-то до тех же 110, вот. Ну, и коптить где-то в районе, ну, я не знаю, по времени, ребят, я копчу по температуре, до 63 в рыбе, все. Вот, то есть копчу до 63 в рыбе, рыба будет копчененькая, все будет супер. Все, пока что показывать нечего. Становлюсь на паузу, копчу рыбеху. В рыбе 63 градуса, в коптильне ни разу температура не поднималась выше 101 градуса. Примерно в районе 90, почти что все время было. Там 88, 94, вот так вот. Вот, только сейчас вот уже под конец я вот здесь вот подбросил доски, и они уже как-то задали жар. 18:06. 18:06, на улице плюс 29. Так, где мой зум? Это кому интересно время. 18:06, вот 18:07 перескочило. Ребят, время я говорю не для того, чтобы вы использовали. Это нельзя использовать время при копчении. А говорю для того, чтобы вы... Для того, чтобы вы просто знали, сколько снималось видео. Значит, сейчас я щупом проверю другие кусочки рыбы. Ну и, собственно говоря, будем снимать. В принципе, я вам скажу, что давайте мы еще немножечко подождем. Я вот сейчас щуп переставлю в другой кусочек. Вот, видите? 59. Вы не видите, да? То есть, вот видите, 59-60. Давайте, когда вот этот кусочек наберет 63, тогда и будем снимать. Ну, я думаю, это еще, ну, вот эти вот дровишки догорят. Я как раз таки вот их больше и подкидывать не буду. Ну что, ребят, все, в рыбке 63 градуса. Как вы видите, температура в коптильне, ну, в печке падает, то есть дровишки почти что все догорели. И у нас по времени 18:17. Так, 18:17. Вот. Я не понимаю, видно, не видно. О, 18:18 перескочило. Собственно говоря, почти час рыбка у нас коптилась. Значит, все, сейчас мы рыбку снимаем. Даем ей немножко здесь вот постоять, прямо вот здесь вот на улице у нас. Щуп я скидываю. Рыбкин. Горячий. Второй щуп я тоже скидываю. Термометр я выключаю. Ой, какой аромат идет. Давайте заглянем в коптильню, что там получилось.
Ну как вам? Красотища? Красотища. Хорошо. И, собственно говоря, вот она, моя рыбонька. Оп! Красотища, красотища. Да, ребят, к тому интересно, вот посмотрите по пятнам. Несколько пятнышек, ничего здесь не горело. Конечно же, рыбка должна отстояться. Вот такая вот она получилась. Аромат просто шикарный. И рыбка огонь. Я вот себе отложил один кусочек, потому что он сломался. И я сейчас его попробую. Реально это мега супер. Значит, сейчас нужно побыстрее снять, потому что у нас начинается гроза. Вот посмотрите, ее миско. Вот миско. Супер, да? И главное, что я хотел вам сказать. Ребят, у меня не было периода застоя. То есть я его не преодолевал. Его просто не было. Вы спросите, как? Я вам отвечу. Просто хорошая просушка. Никакой лишней влаги. То есть, когда рыбка, вот вы берете рыбку, кожу трогаете, она такая липковатая, все, значит, можем в коптильню. Неважно, пускай на днище сушилки у вас текут реки. Все, шкурка на самих кусках рыбы суховатая, можно в коптилку. В коптильню. Вот. Рыбка получилась, ну, просто супер. Косточка вынимается. Видите, порог еще идет вот только с пылу, с жару. Вот. Так что вы хотите? 18 я снял, сейчас 18:27. Я понимаю, что эта рыба настоится, она еще примет цвет, она изменится, она станет более янтарная. Но мне просто очень хочется попробовать. Рыбеха просто великолепна. У нее даже шкурка мягенькая. Не дубовая. Это тоже есть можно. Это потрясающе. Вообще, понимаете, как приходит время, когда ты начинаешь чувствовать, какие щепы друг с другом совместимы, а какие нет. В принципе, сегодня у меня нету, прошу прощения, просто реально очень вкусная рыба. У меня на сегодня нету ни одной щепы, которая была бы несовместима с каким-то другой щепой, вот, друг с другом. То есть, ну, в принципе, я вот сегодня выбрал нужные для себя какие-то варианты. Вообще, если вам интересно, вы мне напишите, я сниму целое видео вот исключительно про щепу. Потому что я снимал видео просто самостоятельную заготовку, там еще про что-то, 5, 10, 25. А как бы такое вот, это оно все разрозненное. Ни одного цельного какого-то видео про щепу просто-напросто нету. Вот. Наверное, оно нужно, вы спрашиваете. Давайте сделаем такое видео. Вот, рыба супер, зачет, мега зачет. Готовьте горбушу, отличная, классная рыбеха.